Твоя жизнь – это то, чем ты ее наполняешь. Какими ты ее наполняешь эмоциями, отношениями и результатами. И качество твоей жизни в первую очередь зависит от того, как ты относишься к своим эмоциям и чувствам. Насколько хорошо ты их понимаешь, насколько хорошо ты умеешь их проявлять, выражать и управлять ими. От этого зависит, как ты вообще себя чувствуешь, как ты относишься сам к себе, насколько хорошо у тебя получается защищать свои личные границы и выстраивать отношения с другими людьми. Потому что либо ты проживаешь свои эмоции, либо твои эмоции проживают тебя. Либо ты управляешь своими эмоциями, либо твои эмоции управляют тобой. А точнее, тобой управляют те люди, которые умеют управлять твоими эмоциями. Твои эмоции – это либо твоя проблема и причина страданий, либо это твоя сила и источник счастья. При этом не бывает нужных эмоций или ненужных, важных или неважных, хороших или плохих. Эмоция – это реакция на то, что уже случилось. Это энергия, мотивация и действие направлены на то, чтобы решить какую-то проблему или удовлетворить какую-то потребность. Чтобы чувствовать себя хорошо, чтобы быть в безопасности, чтобы выстраивать теплые доверительные отношения. При этом огромное количество людей страдает от тяжелых эмоций. Когда постоянно больно, страшно, обидно. Когда ты постоянно испытываешь чувство вины, стыда и тревоги. И непонятно, что с этим делать. Масса проблем с отношениями, когда нет тепла и близости и очень одиноко. Или когда в отношениях плохо, больно, тяжело, обидно. Когда отношения зависимые и токсичные, и лучше бы их не было. Когда постоянно нарушают твои личные границы, тиранят, абьюзят, обижают или просто не видят. Низкая самооценка, самобичевание, зависимости, депрессия, нет денег и так далее. При этом вокруг есть примеры, когда человек и чувствует себя хорошо, и счастлив в отношениях, и деньги зарабатывает, и уверен в себе, и самореализован, и занимается любимым делом. При этом все мы сделаны из одного мяса. И механизмы психики у нас у всех одинаковые, внутренние ресурсы. Но почему-то у кого-то это работает, а у кого-то нет. В чем причина? Первая причина – это ты. Первая причина – это психотравма. Это то, что называется психологической травмой. Это события с запредельными по интенсивности переживаниями. Это события, в которых было настолько больно и страшно. Эмоции были настолько сильными, что психике не удалось с ними справиться. Внутренних ресурсов, сил и поддержки не хватило для того, чтобы это пережить. Это могло быть физическое насилие, это могло быть психологическое насилие, это мог быть околосмертный опыт. Но самые тяжелые и глубокие травмы мы получаем в раннем детстве от самых родных и близких. Когда психика максимально уязвима, когда ребенок находится в зависимости, а до определенного возраста он вообще находится в психологическом слиянии. Когда источником опасности являются как раз те люди, которые должны защищать, от которых зависит выживание, которые должны наполнять ребенка любовью, теплом, заботой, близостью, для того, чтобы у него сформировались внутренние опоры, уверенность в себе, любовь к себе, доверие к миру. Когда родители бьют, бросают и унижают, вместо того, чтобы поддерживать и защищать, ребенок оказывается в эмоциональном концлагере. И чтобы хоть как-то сохраниться и выжить, может произойти расщепление психики, избегание, вытеснение или отрицание, или может сработать какой-то другой защитный механизм психики. Но в любом случае часть психики остается в той точке, продолжает испытывать боль и страх и продолжает звать на помощь. Так мы получаем эмоциональные хвосты из прошлого. Так мы получаем хронические эмоции, которые искажают наше восприятие мира и отравляют нашу жизнь. И чтобы избавиться от этих эмоций, наша психика начинает воспроизводить этот травмирующий опыт. Мы неосознанно начинаем искать и притягивать к себе таких же людей, такие же отношения, такие же ситуации, для того, чтобы пережить те же самые состояния, как были в травме. Опять тиран, опять абьюзер, опять алкоголик, опять бросают, опять предают, опять бьют, опять несправедливо, опять обидно. Как будто бы меняются статисты, меняются декорации, а сценарий остается тот же. При этом другие люди не в курсе того, что нам нужно допрожить как-то по-другому наш сценарий, наше прошлое. А возможно, они сами проживают свой травматичный опыт. Поэтому в большинстве случаев таким образом мы не исцеляемся, а наоборот усугубляем свою травму.
то есть происходит ретравматизация, усугубление. Таким образом мы получаем воспроизведение травматического опыта и застревание в сценарии. Дальше больше. Переживания, связанные с травмой, и эмоции, с которыми не смогла справиться психика, становятся слишком болезненные, непереносимые или даже избегаемые. Так мы получаем гиперчувствительность и ранимость. Например, обычное бытовое хамство, грубость или возможный конфликт может вызывать панический страх, ужас и состояние беспомощности, если в детстве было очень много насилия, родители били и не было никакой защиты. Любая критика, оценка, обвинение становятся непереносимыми, если, например, в детстве родители очень часто гнобили, унижали, обесценивали, стыдили. И при этом не было никакой безусловной любви, тепла, поддержки, близости. Отстранение, отказ или отвержение со стороны близких может восприниматься как катастрофа, как трагедия, как предательство. Если, например, в детстве очень часто бросали, предавали, наказывали бойкотом или использовали другие манипулятивные приемы. То есть взрослый человек в таких ситуациях начинает реагировать как маленький, брошенный, травмированный, испуганный ребенок. То есть часть твоей психики осталась в то время, в том возрасте, в той ситуации, где ты чем-то не справился, где было непереносимо больно и страшно, где не хватило защиты и поддержки, и не может оттуда выбраться. И теперь, чтобы с этой травмой можно было хоть как-то существовать, психика понижает чувствительность, а некоторые эмоции вообще становятся недоступными. Например, чтобы не испытывать непереносимый страх, боль и стыд, я теперь вообще ничего не буду чувствовать. Так пропадает эмпатия и способность к сопереживанию. Такие люди становятся замороженными, бессердечными и холодными. Итого получаем первую пачку эмоциональных проблем. Во-первых, это хронические эмоции, это постоянные переживания, от которых невозможно освободиться. Это воспроизведение травматического опыта, когда я попадаю в одни и те же события, отношения или состояния. Это избегаемые переживания, это гиперчувствительность, ранимость и чрезмерные реакции. Это потеря чувствительности или заблокированные эмоции. То есть постоянно чувствую, попадаю в одни и те же истории, избегаю чувств, слишком сильно чувствую и ничего не чувствую. Вторая причина эмоциональных проблем, помимо травм, это воспитание. Точнее, то, что было вместо воспитания. Дети в первую очередь у своих родителей обучаются, как относиться к своим эмоциям и чувствам. Как мои родители в детстве относились ко мне, так я сам к себе буду относиться потом. Как мои родители обращались, обходились с моими эмоциями и чувствами, так я буду сам относиться к своим эмоциям и чувствам. Если родители сами были лишены любви, тепла, забот, эмоциональной близости, если они сами были травмированными, брошенными, холодными, забитыми, то точно такими же они будут делать своих детей. Эмоционально незрелые, одинокие, несчастные родители воспитывают эмоционально незрелых, одиноких, несчастных детей. Чтобы выжить, такие дети обучаются обслуживать травмы, комплексы, неврозы, психозы и прочие капризы своих родителей. Как это происходит? Если с детства тебе говорили: не злись, не плачь, не бойся, не переживай, не тревожься, не беспокойся, тебя научили не чувствовать, не проявляться, не жить. Тебя научили, что эмоции это ненормально, что это проблема, что с эмоциями нужно бороться, подавлять их, обесценивать. Или по-другому. Ты не должен грустить, ты должен веселиться. Ты что такой грустный? Или наоборот, ты что такой веселый? Ты должен быть серьезным. Ты не должен бояться, ты должен быть смелым. Ты не должен злиться, ты должен быть благодарным. Ты не должен плакать, ты должен быть сильным. Тебе сейчас не больно, не страшно и не обидно. Тебе это только кажется. Ты это все придумал. И вообще, какая разница, что ты там чувствуешь? Кого вообще интересует, что ты там хочешь? Делай, что тебе говорят. Будь удобным и благодарным. Не хочешь — заставим, не умеешь — научим, я — это последняя буква алфавита, твоя задача слушаться старших, вырастешь — поймешь и прочие варианты. Следующий вариант. Тебе должно быть стыдно за твои эмоции и чувства. Ты должен испытывать стыд, страх и вину за то, что ты чувствуешь и что ты делаешь. Ты защищаешь свои личные границы, ты злишься, как тебе не стыдно? Нельзя злиться, плохо злиться, злятся только плохие мальчики и девочки. За плохими мальчиками приходит дядя-милиционер и забирает их в тюрьму.
За плохими девочками ночью приходит Баба-Яга и съедает их. Для детской психики это катастрофа. Ты говоришь «нет»? Ты отказываешься от того, что тебе не нравится? Ни стыда у тебя нет, ни совести. Почему ты такой непослушный? Почему ты опять дерзишь маме или папе? Почему ты опять обижаешь бабушку? Она ведь так старалась. Почему ты не слушаешься старших? А я ведь ночью не спала. Все морги обзвонила, а ты тварь неблагодарная. Лучше б я тебе в детдом сдала. Ты не поделился своими игрушками и конфетами с другими? Как тебе не стыдно? Нельзя быть таким эгоистом. А мы и не знали, что ты такой жадный. Фу быть таким, нам стыдно за тебя. Почему нам опять приходится за тебя краснеть? Лучше бы я вообще тебя не рожала. Мальчики не плачут, девочки не просят или наоборот. Бояться стыдно, стыдиться страшно. Вина за гнев, гнев за стыд, стыд за страх, страх за вину, внучка за жучку, детка за репка и прочие варианты. Главное, чтобы ты не чувствовал, не проявлялся и не жил. Так убивается спонтанность и любовь к себе. В таких семьях отношения строятся не на эмоциональной близости, привязанности, любви и заботе, а на зависимости и манипуляциях. Ты должен быть в зависимости, вине, стыде, страхе и печали для того, чтобы быть послушным, предсказуемым и удобным. Говорить «нет» нельзя, отстаивать личные границы нельзя, злиться нельзя, жаловаться нельзя, радоваться нельзя, быть довольным и счастливым нельзя. Как ты можешь быть довольным? Нам же было тяжело, мы же страдали, и ты должен страдать. Ты недостаточно страдаешь. Как тебе не стыдно? Тебе должно быть стыдно. А иначе ты эгоист и предаешь семью. Страдания и тяжелые эмоции становятся основным способом быть вместе и обязательным условием для того, чтобы быть принятым. Остановленные, невыраженные эмоции направляются на себя, становятся токсичными, хроническими и отравляют психику. Невыраженный гнев направляется на себя и превращается в самонаказание, в самобичевание, самогнобление, самоподавление, аутоагрессию. Стыд и вина становятся токсичными и превращаются в самостыжение, самообвинение. Невыраженная, недопрожитая печаль и горе может перейти в депрессию и так далее. Получаем вторую пачку эмоциональных проблем. Обесцененные эмоции, остановленные эмоции, замененные эмоции, вторичные эмоции, токсичные эмоции. Ну и третья причина эмоциональных проблем напрямую вытекает из первых двух. Из-за травмирующих событий и неадекватного воспитания эмоции не проживаются, а накапливаются в теле в виде эмоционального балласта, что приводит к постоянным переживаниям, напряжению, тревоге и стрессу. Весь этот эмоциональный балласт, напряжение и тревога со временем хоронится в теле в виде психосоматики и приводит к нерешаемым хроническим эмоциональным проблемам. Итого получаем три основные причины эмоциональных проблем. Травмы, воспитание, эмоциональный балласт. То есть непереносимые эмоции, запрещенные эмоции и недопрожитые эмоции. Отсюда вытекают следующие эмоциональные проблемы. Это хронические эмоции, это повторяющиеся события, это избегаемые переживания, это гиперчувствительность, это потеря чувствительности, это обесцененные эмоции, это остановленные эмоции, это неадекватные эмоции, это вторичные эмоции, это токсичные эмоции. Плюс все это отражается в теле в виде мышечных зажимов, блоков и психосоматики. Эмоции не работают, не выполняют своих функций, в результате эмоционально плохо. Проблемы с личными границами, проблемы с отношениями, проблемы с самооценкой, проблемы со здоровьем. Нет денег, нет результатов, нет силы, энергии, зависимости и так далее. И если не работать с причинами эмоциональных проблем, а только обслуживать последствия и симптомы, то можно на долгие годы, а может быть даже и навсегда стать постоянным клиентом всяких психологов, психотерапевтов, психоаналитиков, коучей, астрологов, нумерологов, тарологов, филателистов, нумизматов и прочих тиктокеров. Поэтому займемся причинами. Для того, чтобы реанимировать свои эмоции, восстановить их функции, сделать их источником своих ресурсов, а не источником боли, в первую очередь необходимо легализовать все свои эмоции и чувства. Разобраться, зачем они нужны и что они означают. Разрешить им всем быть и работать. Перестать с ними бороться и взять их на вооружение. Во-вторых, необходимо научиться выражать все свои эмоции и чувства, правильно выражать все свои эмоции и чувства. То есть взять их на вооружение, научиться проживать их полностью до конца.
И в-третьих, необходимо научиться избавляться от старого эмоционального балласта, последствий травматического опыта и старых чужих программ. Для того, чтобы научиться жить по-другому, для того, чтобы научиться жить свободно и счастливо, для того, чтобы иметь другое качество жизни, качество отношений, для того, чтобы получать удовольствие от жизни, иметь теплые доверительные отношения, заниматься тем, чем ты хочешь заниматься на самом деле, быть самореализованным, полным сил и уверенным в себе. Это первое видео к моему курсу «Эмоциональная свобода». Ссылку на него вы можете найти в описании или в первом закрепленном комментарии под этим видео.